Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы прогуляемся по заброшенному советскому заводу и спустимся в бомбоубежище. На заводе многое осталось нетронутым. До сих пор горит свет, а в мастерских стоят работающие станки. Приятного просмотра! Товарищи, помните. Жаль, дальше непонятно. Нахожусь я сегодня на одном некогда очень крупном заводе времен Советского Союза. Сам я здесь впервые. Посмотрим, что же тут интересного. Показатели участка. И, похоже, ящик от противогазов снова. Там даже, похоже, они еще и остались. Да. А вот и они, ГП-4У. И фильтры. Ух ты. А вот тут, похоже, был спортивный зал. Только почему-то его разобрали. Опа! Свет есть. Правда, только одна лампочка. Кабинет технологов. Ульман. Похоже, вполне даже рабочий. Документы. Тут в основном различные чертежи. Дата 80-й год. Вот это да. Описание размеров, государственных стандартов. Вот так вот раньше выглядели документы. И чертежи. И тут таких бумаг полная папка. И не только папка, а еще и целые шкафы. Это все чертежи. Цветы совсем уже мертвые. Вау! Актовый зал. Красота.
Кузнечный цех. Только все фотографии почему-то сняты. Тут вот стоял ведущий и читал речь работникам завода. Третий этаж. Кабинет заместителя начальника. Запах такой стоит офисной мебели, что ли. Технические указания. 75-й год. Различные книжки технические. 2007 год. Возможно, именно в этом году здесь все и закрылось. Снова чертежи различных деталей. Подробное описание. Поражает красота почерка, насколько был красивый и разборчивый почерк у инженеров. Я бы сейчас даже при желании так не смог бы написать. Кассовый аппарат небольшой, что ли? А нет, это не кассовый аппарат, это, похоже, калькулятор. Причем работающий от розетки. Калькулятор, работающий от розетки, сейчас звучит очень странно. Причем не простой калькулятор, а тут можно было корень взять. Еще различные функции. Научный калькулятор. Электроника МК-44. Цена 9 рублей. 84-го года выпуска. Решил я проверить его. А вдруг электричество-то тут есть? Работает, что ли? Удивительно. Спустя столько лет. Корень из 9. 3. А вот и кабинет начальника цеха. Побольше, посветлее, чем у заместителя. И снова просто куча газет, еще советских. 88 год. Всесоюзный съезд колхозников. Ну и такого здесь целый стол. Этот автомат изготовляет 100 паковок в минуту. Экономит металл, рабочее время и затраты на обработку. 89-го года. Журнал про кузнечно-штамповочное производство. Тут это все можно было бы изучать, наверное, минимум целый день. Заводу 125 лет. Интересно, что здесь написано. Славная история. Фотография. В 1866 году был основан завод. На путях технического прогресса. Какие локомотивы. Фотография на память.
На этом снимке рабочая. Вот это, конечно, интересная находка. Социальное развитие коллектива. Кафе «Минутка». Жилье для заводчан. Новенькие квартиры. Общежитие комнатного типа. Забота о детях. Детсад для детей рабочих. Летний лагерь. '92 года книжка. Фотографии процесса ремонта локомотивов. Испытание дизеля. А это, оказывается, радиола. Сделано в СССР. — 2008 год. 15 лет назад. Приемник трехпрограммный. Электроника 204. Интересная штука. Вот та самая розетка, от которой я запитал калькулятор. Сейчас попробую подключить два вот этих радиоприемника. Электроника 204. Похоже, он уже мертв. А вот этот даже не знаю, как его включать. Наверное, вот на эту красную кнопку надо нажимать. Но реакции 0, к сожалению. Ну и куда ж без него? Опа! Удивительно. Помещение заброшено около 15 лет и до сих пор горит свет. Как такое может быть? Женская душевая. И время работы. Получается, на заводе было 3 смены. А вот и сама душевая. Довольно компактно, конечно. Получается 3 кабинки. Шкафчики рабочих. Но пустые. Многие уже даже без дверей.
Душевые. А, нет. А это не душевые. Это сауна. Для рабочих была сделана. Ох, какой же здесь запах. Запах баньки. А тут, видимо, был душик. Снова шкафчики. И каски. В общем, 3-й этаж я обошел. Буду спускаться ниже. Еще один кабинет. Весьма неплохо сохранившийся. Снова 2006. Счастливого и светлого Рождества. 2004 и 2016. Получается, последний год 2016. То есть заброшено это все 7 лет. И карта Северной Америки. Чистота и культура. И снова каска. Лампочек видно нету. Похоже на еще одну раздевалку. Тут уже почему-то и вещи оставлены. Рабочая одежда. Шапка чья-то. И календарик тоже за 2016 год. Тут, вероятно, рабочие могли прийти на перерыв, попить кофе, посидеть, передохнуть. Даже, получается, холодильник был в раздевалке. Ну да. Вон температуру показывал, сколько внутри. И красивая картинка на стене. Лодка, озеро, деревья. Красота. А вот и 1-й этаж. Тут, по всей видимости, должны быть мастерские. Кузнечная. А вот, похоже, и они. Вау. Какой непонятный почерк. Вау. Сколько разных деталей из металла. Все для тяжелой техники. Какие шестеренки. Закрыто. Какое все ржавое. Ух ты, какой станок.
но видно уже не рабочий. А тиски какие здоровые. Сколько всего лежит тут? Продолжение мастерских. Тут уже оборудование посерьезней. Электричество здесь тоже есть. Я прямо слышу, как оно гудит. Не используется. И снова небольшой склад деталей. Судя по увиденному, я думаю, сюда еще иногда приходит какой-нибудь кузнец и что-то здесь подделывает в этой мастерской. Потому что электричество есть, часть станков рабочая, кран работает. Инструменты лежат. Причем совсем недавно их смазывали маслом. В общем, вот такая вот мастерская здесь. Напоследок решил заглянуть в бомбоубежище. Тут очень пахнет сыростью. Похоже на запчасти для фильтр-вентиляционных установок. Фильтры ГП-5 и противогазы. Совсем новая. И даже печатная машинка уже не работает. Черный противогаз. А вот этот с переговорным устройством. Как-то я такие уже встречал. Вообще, я уже бывал в этом бункере прошлым летом, когда снимал выпуск про завод по ремонту локомотивов. А сейчас я сюда вернулся. Жидкости. '79 года.
с инструкцией, как пользоваться. Таблички заражено. Средство для чистки оружия, для смазки, скорее всего. Автомат нарисован. Тут таких целый ящик. Света нет. Сколько здесь всего? Это что вообще? Похоже на резиновую куртку. Может быть, это верхняя часть костюма химзащиты. В прошлый раз я полностью здесь даже все не обошел. Склад. Туалеты. Ну да. И ящики. Точнее, бочки для питьевой воды. Ой. Это была лиса. Бедное животное. Давно она тут уже лежит. В прошлый раз я дошел до вот этой двери, и меня атаковала стая мух. И я ушел туда-обратно. Теперь я понял. Они, наверное, кушали лису. Но как она здесь оказалась? Вот в чем вопрос. Лиса, по идее, умное животное. Не должна же она была просто заблудиться, попасть в бункер и в нем умереть. Я думаю, это была смертельно больная лиса. И она просто пришла сюда, чтобы спокойно умереть. Плакаты. Спасательные работы в очаге ядерного поражения. Выявление зараженных частиц в воздухе. Спасение пострадавших. Тушение пожаров и расчищение завалов. И таких плакатов здесь на любой сценарий во время ядерной войны. Это должен знать каждый. Все про индивидуальные средства защиты. Респиратор. И даже учебный образец есть. Разрезанный фильтр. Уголь там, что ли, внутри? Вот, похоже, войсковой прибор химической разведки. Я в прошлый раз еще не знал, что это. Зрители рассказали. Тут, я так понимаю, различные реактивы
для определения чистоты воздуха. А это просто коробочка. Еще реактивы. ДПС-1. Какой-то порошок. И инструкция, как пользоваться. Куча сапог. Еще такие же реактивы. Что за стол? Это карта. Карта завода. Размеры, конечно, впечатляют. Ящик с респираторами. Тоже абсолютно новыми. Ни разу их никто не одевал. Респиратор R2. В общем, дорогие зрители, еще одна печатная машинка. В общем, спасибо всем, кто смотрел. Удачи вам и до новых встреч. А я буду отсюда выбираться.